Привет, ребята, наконец-то я вышла из дома. Я, пошла прогуляться. Здесь, был когда-то центральный парк, который то ли работал, то ли не работал. Такой миленький парк, все дорожки выложены, кайфово. У меня как-то, уж не помню какой год, 20 лет назад, 100 тысяч лет тому назад, как у черепашки Тортилы. Была здесь как-то фотосессия, здесь очень миленько так-то. Сейчас прогуляемся, посмотрим. Смотрите, как миленько тут. Беседочки такие, можно посидеть, отдохнуть. И там они через какое-то количество времени, еще я вижу 2 даже в пути. Мне что нравится в этом регионе, то, что очень много солнечных дней. И не так, как у нас в Санкт-Петербурге, да, там в 6 вечера уже бывает, ой, все, солнышко спряталось, пока. Ну, не в 6, а там часов к 7. А здесь еще в самый раз. Самая красота. Мне прям очень нравится. Здесь такие монументы прикольные. О, Шостаковичи. Прикольно. Ну-ка, следующий посмотрим. О, с другой стороны другой. Прикольная какая. Миленькое такое местечко. Так, рядом у нас находится музыкальный театр имени Загорского. Сейчас пройду как раз в ту сторону. И что-нибудь покажу вам красивое. И мы, наверное, скорее всего, сейчас, если память мне не изменяет, уйдем в сторону 130-го квартала. Очень красивое местечко. Скорее всего, сегодня будет там мельком я прогуляюсь, потому что мы немножко в другое место пошли. Возможно, мне останется еще время в другой день прогуляться именно там. Так вот он выглядит. И от него, на самом деле, вообще с этой площадки открывается вполне себе эффектный вид. Там вот церковь какая-то, если честно, я не очень знаю, что там за церковь. А мы сейчас пойдем через вот этот мостик, прогуляемся по 130-му кварталу. Так вот достаточно интересно тут прогуляться. Там машинки едут, тут люди ходят. Прикольно тут. И в той стороне как раз очень красивый вид на город. Ну, на часть города, понятное дело. У-ху! Вот это пробка. Кстати, да, здесь же нет метро и никогда не будет. Как я уже говорила в одном из моих видео, здесь очень высокая сейсмоактивность, потому что здесь почти каждый день землетрясения. Разные, разнобалансные. Смотрите, какие у нас красивые девчонки ходят, а? Только в Сибири такие бывают. Итак, сейчас пойдем вот туда, в красивенький такой квартальчик. Он есть такой в руссконародном стиле, миленькие домики. Их восстанавливали, какие-то привозили сюда. И, собственно, приводили в порядок, и теперь можно в них заходить. Там магазинчики разные. Миленько. Вот, в самый квартал, здесь, так как он несколько этажей, здесь все так предусмотрено, что можно практически на каждом этаже выходить. И вот в той стороне, в том красивом домике, есть, насколько я помню, была, по крайней мере, галерея, в которой можно не только посмотреть картины, но и купить. Привет моей подружке Лене Толмачевой. Там ее картины тоже висели. Я их лично видела. Ну, про лавочки 101 раз не буду уже уточнять. Сейчас с высоты, так скажем, птичьего полета посмотрим сверху и спустимся и прогуляюсь, потому что мы совсем даже не здесь собирались встретиться. Ау, как прикольно! Там даже с песочком. Какой-то интересный ресторанчик. Как миленько. Я подозреваю, здесь продаются сувенирчики. Как тут миленько, тут ресторанчик. Я выдумаю, где попить вкусненького коктейльчика, здесь или здесь. Здесь тоже интересный, там даже внутри песочек. И я нашла, кстати, надпись, сейчас побегу там фоткаться, как деревня. Вот так покажу, а то люди подумают, что я их снимаю, не дай бог. А так, посмотрите, какой миленький ресторанчик. А мы сейчас идем куда? К надписи. Пойдем фоткаться. Шла. Миленько так. Сейчас здесь раньше был ресторанчик Love Story.
Я думаю, нужно туда сходить. Кстати, планетарий у нас тоже есть. Кстати, классный, да. Но внутри мне нравилось всегда. Видите, как мило. Все такие домики. Хорошенькие. Сейчас бы вспомнить, где ресторанчик был раньше. Ну ладно, пойду прямо пройдусь, может найду. Интересно, работает или нет. И все вот такие домики. Здесь всегда что-то есть. Либо магазинчики, вот здесь вот музей, я вижу, написан. Либо ресторанчики, либо музей, либо магазины. В общем, все. А мне еще нравится так вот меню здесь вывешено сразу. Может такой раз подойти и понять, что я хочу, что здесь есть интересно. По-моему, здесь был раньше этот ресторанчик, но сейчас здесь что-то другое. Ладно, пойду еще один посмотрю. Даже забыла, как он назывался-то. Ну, бог даст, я сейчас его увижу, а если нет, то нет. Вот такой можно раз присесть, посидеть на лавочку. Кайфово, да? Прелестно, не правда ли? Так, что тут еще есть? Ну, там тоже в этом сердечке все фоткаются, как всегда. А вот этот ресторан меня тоже всегда веселил. Мамай. Офигенный вообще. И там, кстати, какое-то блюдо из конины подают. Насколько память не изменяет. Хотя тут так все понятно, да? Любила его тоже. Но я хочу найти еще один. Там был такой клевый. А тут просто ярмарка такая. Тоже интересненькая. Там написано таежные вкусняшки. Все такое. Интересно. Как здесь клево. Пойдем дальше гулять. Ой, кстати, с учетом того, что у нас, по-моему, один-единственный Харатс в Санкт-Петербурге, здесь Харатс чуть не на каждой остановке. И вы только на секунду посмотрите, насколько он прекрасен. И просто сравните с фотками, или если вы были в Харатсе в Питере, просто сравните. В общем, ладно, с учетом того, что я все-таки дошла, это вот на самом деле самое начало, до Бавра. Сейчас посмотрите его с оборотной стороны, ну точнее с той стороны, которая нужна, а то я не с той стороны сейчас иду. Вот он, красавчик. И он стоит как раз на входе в 130-й квартал. Без селфи, конечно, не обойдется, даже вопросов быть не может. Серьезно, я просто стесняюсь снимать людей, которые проходят рядом со мной. Но все такие красивые, сильные, клевые. У меня прям душа радуется, какие здесь красивые люди. Да, Чента остался. Ресторанчик Чента. Сейчас зайду, посмотрю. Они варили очень вкусные лимонады домашние. Сейчас, если будет, если они делают с собой, я с удовольствием возьму. Какой тут красивый интерьер. Обожаю. Как тут мило. Ура, ребята делают все с собой дадут. Я с радостью заберу. Ребята, вот обожаю этот ресторанчик. Здесь всегда обновленное меню. Каждый раз приходишь что-то новенькое. Сейчас у них здесь вполне себе интересненькие коктейли. Я даже не знаю, что выбрать. Хотела что-то с клубникой, а тут с клубникой вообще. Выбирай, выбирайся. Здесь еще лаванда есть. Господи, как здорово. Надеялась, что хотя бы этот ресторан остался. Он остался. Ура-ура! Я прям рада, довольна. Здесь официанты такие классные. Всегда мне нравилось обслуживание. Ходили мы сюда вообще одно время что-то часто. Потому что вот, действительно здесь и меню менялось, и как бы обстановка такая приятная. И у них еще есть такой момент, когда они делают заказик, говорят вот так: чента-перчента. Так мило, обожаю. У меня такие приятные воспоминания сейчас. Ребят, серьезно, не устану выпендриваться. Жвачка. Научитесь обслуживать, как в Иркутске, пожалуйста, я вас умоляю. Научитесь все делать вот так.
приносить людям жвачку. Смотрите, какой милаш. Пошли мы с этим розовым товарищем гулять. Обожаю, честное слово. У них всегда самые вкусные, все самое вкусное. И коктейльчики, и сиропчики, и все. И лимонадики. Обожаю просто. Не могу просто так пройти мимо. Раз. Тут уже без комментариев. Приземлилась с коктейльчиком. Подожду подругу здесь и пойдем. Мы хотим в одно местечко, одно интересное сходить, красивое. Насколько у меня есть информация, там много что изменилось за все эти 5 лет. Поэтому сходим, посмотрим. Если она мне покажет, какие она местная. А я уже нет. Поэтому пойдем гулять. Смотрите, как классно, как красиво. Тут посидеть можно. Ну-ка, опять все красивые. Отнюдь не страдаю ностальгией, но в таком городе, как Иркутск, умиляюсь каждому знаку прошлого. Петр Шута, австрийский композитор российского происхождения. Как всегда, красивые лавочки. Местечко это прикольное. У тебя фото? Да, кстати, сейчас пойду фоткаться точно. Все зелененькое. Тут можно картину нарисовать. Сейчас мы мимо быстренько пройдем. И ресторанчик милый. О, вот этого не было. О, детская площадка, здорово. Так, все, идем на конный остров. Да. Такая милая дорожка, вон там нерпочка, блин, вообще, Вот. ого. Ты не видела, вот она приплыла. Здравствуйте. Не повезло на Байкале, хоть в Иркутске посмотрю. Клево. Памятник нерпочки. И с маленьким нерпеночком, какая хорошенькая. Пошли мы туда гулять. Ой, прелесть какая. Шел контакт. Помаши мне вслед. Прости, прощай, привет. Прости, прощай, привет. Какая красотень. Вот там в ресторанчике какое-то событие. Сейчас туда пойдем. Ну отлично. Сейчас мы поглядим. Мы сейчас пойдем посмотрим, что там за зарядки какие-то. Я надеюсь, они нас не покусают за это. Я бы не смогла танцевать, ты бы смогла? Нет, конечно. Я особо не хотела. Смотрите, какие все красивые. Короче, какие-то везде тусовки забавные. Ай, вообще. Остановилось мое сердце. Чуть-чуть красивого вида. Да. Аня, тут переживаешь, что я... Как меня вот унесло уехать отсюда. С такого красивого места. Можно вот так вот посидеть красиво. Посмотреть вдаль. На кораблике. Короче, мы решили тут тоже понаслаждаться видом. Да, мы решили. Светит все в глаза. Потому что мы на косичке здесь сидим. Блин, как здорово. Ну, вид-то классный. Там еще кто-то гуляет. Свадебку, наверное. Где они там? Где, не вижу. У нас самые красивые девчонки. Я уже это говорила 1000 раз. Были моменты, которые не входили в кадры. Здорово. Ну, конечно. Теперь вправо. Вообще нет. А? Красота какая. Смотрите, когда здорово. На палетках можно посидеть. Тут ресторанчик. И там малыш кричит. А мы, судя по всему, сейчас в колесу пойдем.
Сейчас вот я увидела кое-что. Вот тут надпись прекрасная, я туда иду. Ну, вы поняли, да? Ну, тут на секунду буквально. Классно. Он увидел, что ты снимаешь и начал. Парень, давай, все, тут на камеру работаем. Ты эти тоже классные, молодцы. Тут, оказывается, есть кафе и прокат всяких там великов, роликов и чего там только нет. Ну, мы тут, в общем, уже насмотрелись от таких товарищей. И пошли. Блин, мне эта надпись «Я дома» вообще впечатляет. В общем, пошли дальше гулять вон туда. Эти двойняшки, наверное, пацаны. Прикольно. Смотрите, какие штуки здесь красивые. Что-то у меня со светокоррекцией, видимо, потому что солнышко. Там можно вот те машинки взять. Сейчас я их настрою. И вообще все для деток. Интересно. Я тоже так хочу пофоткаться. Короче, в общем, не уйду я отсюда. Зря подружка пошла со мной. Сейчас проклянет тот момент, когда вообще пошла, потому что я сейчас пристану. Сфоткай там, сфоткай тут, сфоткай здесь. Кайфово, чего, конечно. Остаюсь, все. Надоело, все, остаюсь. Моя Сибирь. В общем, эти кубы мне очень понравились. Сделали мы пару-тройку кадров. Это, конечно, впечатляет. В общем, мы тут ходили, думали это. Принца на белом коне искать, ну, как бы долго, сложно, но возможно. И сейчас показываем. Мы нашли его, ты понимаешь? Мы нашли, вот она, зараза. Но девка уже стырила мужика. Остался только конь. Что хочешь, то и делай. Остается вот, пожалуйста. Я поняла, вот так. Прикольно, баскетбольная площадка еще есть. Тихо. Не говори. Красотень какая везде. Ой, красивенько как. С тобой встречаюсь. Я знаю, куда нужно будет прийти. В такую красивую инсталляцию мимо не пройдешь, потому что... Вот, пожалуйста. Я это до конца уже покажу. В общем, с 10 до 7. Успеваем. Не стесняемся, проходим. И вот, пожалуйста. Никто не хочет гулять. Ой, какое все сиреневое, красивое. Прогулка, хватит шляться. Идем мы домой, нам надоело. Аня, бежим вот отсюда. Сколько можно гулять? Сил нет, уже все, никаких. О, мы на таком красивом перекрестке на самом деле. Что там у нас? Байкальский университет. Здесь где-то, кстати, камера есть на улицу, можно посмотреть. Все, иди за мной, я, короче, сейчас что покажу-то. Я серьезно, я умею. Такой ты ходишь, говоришь, буренка, привет, моя дорогая. Сел и пошел доить. Тра-та-та. Ой, блин, не с той стороны. Чик-чик-чик, и все. И свежее молоко. Здесь красивый такой скверик милый. Там обезьянки, всякие коровы. Но на самом деле, чокнутых сюда, понятное дело, не пускают. Чтобы они коров не доили. Тут что-то рассказывает. О, романтика сегодня у нас. Да, кстати. Маленький Биг Бен. О, еще, наверное. Тут уже посерьезнее. О, тут, кстати, да, что-то я где куда не пойду, там что-то все уже в процессе. Кстати, какой красивый фонтанчик. Блин, съездила. Я вот этих товарищей люблю, ангелочков разноплановых. Иди маленький какой-то хорошенький.
Привет. И вот этот тоже малыш. Привет. Такой фонтанчик милый. Так, немножко ночного города. О, отель Амурский. Прикольно. Здесь потому что улица Амурская раньше была. Называлась типа раньше Амурская, а теперь типа Ленина. И вот поэтому так. Смотрите, какие красивые дома. Мне прям очень нравится. Чем-то центр Питера мне напоминает, потому что стиль похож на самом деле. Там у нас художественный музей. А здесь что? Я здесь вообще не знаю, что находится. Короче, вот здесь я уже не знаю, что находится. Да, какое-то что-то, учебное заведение какое-то. Красиво, да? И напоследок вам красивые арты. Спасибо, что прогулялись со мной. Всем пока!